Друзья, всем привет! Ну что, я наконец-то набрал необходимое количество глифов, чтобы открыть сезон охоты на новый камешек гробница Левиафана, друзья, от которого все в сумасшедшем восторге. И я об этом, кстати, публиковал у себя в телеграм-канале, начиная с предварительных тестов этого камня на ПТР-сервере. По-моему, это был блогер Мау, который проводил эти тесты, и он там просто писал кипятком, говорит, что это супер камень, который захватит весь санктуарий. И, друзья, сегодня в этом ролике мы с вами пробежим 60 глифов. По-моему, я накопил 60 глифов, да? Давайте посмотрим. Да, 20 непривязанных и 40 привязанных. И посмотрим, что мы можем из этого получить. Также мы разберем механику нового камня гробница Левиафана и подумаем, до какого ранга его профитнее прокачивать с теми ресурсами, которые есть у меня. Друзья, а я минимальный донатер, я играю 2 с лишним года, уже можно сказать, что 2 с лишним года в эту игру, и характеристики у меня, друзья, следующие: 3200, 3300 резонанса, ну, в общем, стараюсь заходить каждый день в игру и выполнять все необходимые задания. Короче, друзья, будет интересно, поэтому устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. Ну и, конечно, перед тем, как мы перейдем к основной части ролика, проверьте, что вы подписаны на мой канал. Друзья, и поставьте этому видео лайк экстерном. Я уверяю, этот ролик вам понравится. Я надеюсь, что мне здесь выпадет Левиафан 5 из 5. Ставьте лайк прямо сейчас, чтобы он выпал. Ну, если он не выпадет, то в конце видео у вас тоже будет возможность поставить лайк. Ну и давайте с вами быстренько разберемся, до какого же уровня стоит прокачивать эту гробницу Левиафана. Потому что очень многие блогеры отметили его как даже не S-класс, а S-класс. И самый первый блогер, который протестировал этот камень, я делал об этом пост у себя в телеграм-канале, это Мау. Он еще опубликовал свой ролик до того, как вышел патч-ноут, то есть он делал все замеры на ПТР-сервере и сказал, что гробница Левиафана — это просто убийца многих старых камней. И советовал его начинающим игрокам, у которых незначительное количество резонанса и силы самоцветов, получить хотя бы 3 копии для того, чтобы прокачать его до 4 уровня. А совсем недавно я делал пост про Аурота, который в формате медитации просто, можно сказать, как бы это помягче, медитировал на камешек 10 уровня. Он его вставил в свой билд и сказал, что это просто чистый урон, потому что в максимальной прокачке он дает практически 62% суммарного урона. Конечно, это все нерфится в PvP, но в PvE контенте это просто убийца всех многих камней. Ну и буквально вчера у себя в телеграм-канале я опубликовал пост, где блогер Аполлон Гейминг сделал такой сырой тест. Он снял у себя все камни, поставил только один камень для того, чтобы замерить урон, и сравнивал гробницу Левиафана с текущим S-классом и вообще другими камнями, которые заточены на урон. И, в общем, он сказал, что гробница Левиафана — это даже не S-класс, а S-класс. И для гробницы Левиафана вообще нужен отдельный рейтинг, потому что это просто какой-то совершенно новый подход к урону. В общем, этот камешек гробница Левиафана на 4 ранге, круче колоссальной машины на 6 ранге, надежды в бутылке на 6 ранге, он круче окровавленного нефрита на 6 ранге, и, что самое главное, он круче зова завоевателя. Это такой старенький камешек, где волк выбегает 7 ранга. Ну, это неудивительно, потому что это вообще камень очень древний. Но единственный камень, который обошел гробницу Левиафана на 4 ранге, это, друзья, призрачный виток. Также один из последних камней, который, кстати, есть у меня в билде, друзья. Он у меня есть в билде, этот виточек. Я его просто обожаю и хочу его прокачивать дальше до 6 уровня. Так вот, этот виток на 7 ранге чуть-чуть обошел гробницу Левиафана на 4
ранге. И, друзья, давайте же разберемся, сколько мне нужно получить копий этого камня, чтобы хотя бы прокачать его до 4 уровня. А я напомню, что я делал буквально предыдущее видео о новой системе резонанса, и там я рассказал, что теперь камни можно вставлять в пробужденный слот, начиная с 3 ранга. То есть у нас слот пробужденный остается, даже если в него вставлен камень 3 ранга. Поэтому, друзья, если вы совсем минимальный донатер, вы сможете вставлять и камень 3 ранга. Но он не будет давать такого эффекта, как, например, на 4, когда будет бустоваться основная магическая характеристика этого камня. Так вот, для 4 ранга нам потребуется 3 копии и 225 единиц силы самоцветов. При этом камень будет дамажить 25% урона, а в режиме Crush and Death это будет 32%. Ну, когда ты критуешь, на 1 секундочку у тебя будет дополнительный урон. И еще у тебя постоянно будет действовать плюс 3% по тем противникам, на которых действуют дебафы. Это, в принципе, то, на что я и нацеливаюсь, потому что мне нужно хотя бы 3 копии эти получить. При этом 1 копию я точно получу через несколько дней, друзья, потому что в магазине у нас было очень классное предложение, и если вы немножечко донатите, то я очень рекомендую вам приобрести это предложение. Оно находится у нас в разделе «Комплекты», по-моему, это «Благословение при входе» называется, стоит не очень дорого, там порядка 2000 рублей, что ли, и здесь в течение 14 дней мы получаем кучу наград, в том числе мы сразу же получаем 1600 сфер, а это 10 глифов. И все это завершается тем, что в конце мы получим 1 копию гробницы Левиафана, друзья. Поэтому мне нужно хотя бы получить 2 копии. Ну что, друзья, давайте я не буду томить вас всякой теорией. Давайте пойдем в древний портал и начнем выбивать Левиафан. Итак, мы находимся в древнем портале. Конечно же, здесь нужно выбрать вероятность выпадения нового легендарного самоцвета по максимуму. Когда вы получаете легендарный самоцвет с 5 звездами, с вероятностью 50%, это будет гробница Левиафана. Друзья, на самом деле я уже 1 забег с вечными легендарными глифами пробежал в надежде получить этот Левиафан, но, к сожалению, мне там выпал окровавленный нефрит. Сейчас, да? Ну да. Такой видос сейчас. Так, ну что? Белый свет. Меня Блин, спасибо тебе большое, Кронос. Слушай, они Ты все падают абсолютно просто в одно место, и непонятно, какой The цвет. best. У меня гробница Непокорная. выпала с одного глифа. Окровавленный нефрит, блин. Это мне, можно сказать, повезло или не повезло. Вы обязательно напишите об этом в комментариях. Но я считаю, что окровавленный нефрит также очень неплохой камень. Давайте поэтому, наверное, сейчас подтвердим и побежим опять с вечными легендарными глифами. Ну, 2 раза подряд, друзья, бывает, что и везет. И я об этом делал ролики, что мне часто выпадало 2 раза подряд, и вполне возможно, что мой 5-счетчик сейчас сбросился. В любом случае, это все РНГ, так что заходим в портал. И, друзья, как всегда, я не буду вас томить, сразу встретимся с вами у босса. Также хочу обратить внимание, перед тем, как мы встретимся у босса, что сейчас действуют события по прокачке этого Левиафана и, по-моему, Искры Бездны. Там надо собирать талисманы портала, которые, кстати, можно обменять будет на платину, если вы их не израсходуешь. Ой, тупичок. И там можно за 7 этих талисманов с 3 до 4 звезд прокачать гробницу. Да я просто ненавижу этот портал. Я уже минут 3 в нем бегаю. Сплошные лабиринты. Ну ладно, вот у нас сейчас должен босс появиться. Так, появляется у нас босс. Друзья, я особо здесь ни на что не надеюсь, потому что прошлый забег у меня был белый свет. Это, конечно, не привязанные глифы, очень жалко. Ну давайте посмотрим. И здесь у нас, конечно же, ничего нет. Давайте быстренько все это собираем, посмотрим, что у нас
Выпало, в принципе, неплохо, потому что это 3 двухзвездных камня. И, друзья, напомню, что вы все эти камни можете использовать как силу самоцветов для прокачки других камней и также вставлять в резонанс свой. Ну, давайте побежим в следующий забег. И тут, друзья, я также ничего не меняю. Добегаем наши 10 непривязанных вечных глифов. И в надежде, конечно, что сейчас нам через один забег выпадет 5-звездный камень. Поехали. О, вот этот портальчик, кстати, я люблю. Здесь понятно, куда бежать. Друзья, увидимся у босса, так что не отключайтесь. Так, у нас появился боссик, друзья. И он тоже у нас разлетается. Ну, блин, будет у нас белый свет или нет? Да, и у нас здесь, друзья, белый свет. Напомню, что это не привязанные глифы. И что там выпало? Что там выпало? По-моему, только один, да? Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Быстренько обзор. И здесь нам выпадает бурлящий исход, друзья, что очень и очень неплохо. Я думаю, что бурлящий исход как раз такого же класса, как и гробница Левиафана. Могу сказать, что это вполне хороший дроп. Да, 2 забега, пока еще ни одной гробницы Левиафана, но зато, друзья, у нас бурлящий исход. Давайте выбегаем и бежим 3-й забег. И, друзья, 3-й забег у нас уже пойдет с обычными легендарными глифами, которые привязанные камни нам будут давать, и мы пробежим 4 раза. Входим. Опять, друзья, томить вас не буду, так что увидимся у босса. Но перед тем, как мы увидимся с боссом, друзья, опять хочу отметить, что я ненавижу вот эту локацию с порталами, с этими лабиринтами. Но вы, кстати, напишите в комментариях, какая локация для древнего портала вам больше всего нравится. Блин, как же долго тут бегать, черт. Так, и нам буквально остался... один мобчик, и у нас появляется босс. Мы, конечно же, его сразу же шотим. И что у нас? У нас здесь привязанные глифы, и у нас, друзья, белый свет. Ну, пожалуйста, ну, гробница. А лучше даже 2. Так, и у нас там гробница. Видите, просвечивает она только 1 5-звездный камень. Да, 2 из 5. В принципе, друзья, это очень и очень неплохо. Но и с другой стороны очень грустно, потому что у меня еще 3 забега, и я думаю, что только один из них будет с 5-звездным камнем, чисто из-за 5 счетчика, который сейчас сбросился. Ну, у нас есть уже одна копия. Одну копию я еще получу до 3-го уровня, чтобы вставить в пробужденный слот. У меня уже есть ресурсы, но, конечно, мне нужна еще одна копия. И у нас впереди 3 забега. Друзья, побежали в 4-й раз. И, друзья, 4-й забег, поехали. Друзья, классный портал. Томить вас опять же не буду, поэтому увидимся у босса. Вообще, друзья, не классный портал, потому что здесь сильных мобов, вот которые синие и желтые, не так много. Я уже бегаю несколько минут, ну не несколько минут, больше минуты, короче, и никак не могу его завершить. Это меня раздражает, конечно же. И черт, тут тупик. Тут, блин, нахрен тупик. Ну, здесь точно должна быть гробница Левиафана. Как компенсация. Охренеть, и здесь тупик. Черт, я ненавижу еще один тип порталов. Блин, сколько же времени приходится тратить на эту игру. Черт, как я не знаю. Ох, напишите в комментариях, что вы об этом безобразии думаете. Ну и, друзья, у нас появляется босс, что не может не радовать, потому что я уже затрахался бегать по этому порталу. И нам только что выпала гробница Левиафана, но мы никогда не перестаем надеяться. И, друзья, у нас здесь белый свет. Белый свет, 2 забега подряд. И здесь еще одна гробница Левиафана. Ё-моё! Да? Подождите.
Там 2 столпа и, по-моему, 2 названия с гробницей. Друзья, игра сжалилась надо мной. Вы видите, я так долго бегал, я надеялся, что мне выпадет здесь гробница, но теперь нужно понять, какой они звездности. Мы это, конечно же, все быстро собираем, не хочу смотреть. И смотрим. Да, 2 копии по 2 звезды. Друзья, что очень неплохо, потому что у меня теперь есть все ресурсы, даже без того камешка, который я получу через недельку, да, вот с этого комплектика, для прокачки на 4 уровень. Опа-на! Ну, друзья, что я могу сказать? Дроп очень крутой. И у нас, напомню, еще 2 забега. Ну, пишите в комментариях, было ли у вас такое, что 2 сразу же камешка вам выпадало. Ну а мы, друзья, бежим 5-й забег, и потом у нас 6-й, потому что у нас стало всего 20 глифов на моем основном персонаже, поэтому поехали. Как всегда, портал, который я, скорее всего, люблю. Ну, поэтому, друзья, увидимся у босса. Так, ну здесь я тоже что-то долго уже бегаю по этим коридорам и лабиринтам. И вот у нас появляется боссик. Друзья, 2 раза подряд мне выпадала гробница. 3 гробницы я с 2 порталов подряд получил. Ну, здесь, конечно же, я ни на что уже не надеюсь, но тем не менее. Давайте посмотрим. Нет, здесь белого света нет, и это ожидаемо, вполне нормально. Вот. Мы выходить пока не будем, быстренько это соберем, чтобы зафиксировать наш дроп. Давайте посмотрим. Здесь фантомное стекло, в принципе, очень неплохой камень. Ну и все это, конечно же, пойдет в корм и в резонанс. А напомню, что для прокачки до 4-го ранга мне нужно 3 копии гробницы, а у меня уже они есть. Тра-ля-ля-ля-ля. И 225 единиц силы самоцветов. А давайте посмотрим, действительно ли у меня есть эти 3 копии. Да, друзья, 3 копии гробницы Левиафана. Видите, 3 там стоит. Это значит, что у меня уже есть 4-й уровень. А это 25% урона плюс там, по-моему, 31,25 еще в режиме Crushing Depth и 3% постоянно по тем, на кого действует дебаф. В общем, бежим последний забег. И, друзья, у нас последний забег на 10 глифов. Это 6-й забег. И напомню, что я уже получил 3 гробницы Левиафана и 1 продажный бурлящий исход. Друзья, за 5 забегов это просто невероятно крутейший дроп. Что об этом думаете, пишите в комментариях. А мы сейчас пробежим еще 6-й забег. И, может быть, нам еще раз фартанет. Так, ну что, опять нам выпал этот лабиринт с тупиками. Друзья, увидимся у босса. Кстати, вот эти кружочки, по-моему, сами подбираются, да? Слушайте, опять выпал этот портал с этими лабиринтами и тупиками. Я уже замучился тут бегать. Ну, блин. Хотя в прошлый раз, когда мне выпал портал с такими лабиринтами, я постоянно там в тупиках бегал, мне выпало 2 Левиафана, друзья. Я очень надеюсь, что вот по этим тупикам побегаешь, и все-таки тебе фартанет еще разок. Что вот это за столпы? Шпиль демонов. Ага, награда увеличенная. Ну, отлично, их надо было побольше взять. Может быть, тогда и на камешек это бы повлияло. Давайте посмотрим, что у нас сейчас будет. Где ты, боссик-то? Вот. Быстренько тебя шотим. Ну и что у нас тут будет? Белый свет. И да, у нас там белый свет. Слушайте, если выпадет еще одна гробница, я просто не знаю, ну насколько же это круто. Не могу четко... Да, друзья, гробница Левиафана. Видите, мне выпало 4 гробницы Левиафана за 6 забегов. Вы вообще такое можете представить? Ну, игра меня начала снова любить. Давайте собираем, посмотрим звездность. На 5 из 5, конечно, не сильно надеюсь, но... Блять! Ёб твою мать! Как... Боже мой! Ну как такое возможно? Как, блин, такое возможно? Боже ты мой. Слушайте, я потерял дар речи. Я не знаю, как это назвать, но, друзья, это привязанный камень. Это привязанный, поэтому он
однозначно пойдет в мой билд. Ставьте лайк этому видео, если, друзья, вы рады, что я получил гробницу Левиафана 5 из 5. Вы знаете, это второй крутой камень 5 из 5, который я получаю. Я еще получал, по-моему, окровавленный нефрит, который я продал. И слава богу, что эта гробница не продажная. Ну и, конечно, друзья, не используйте такие камешки 5 из 5 для того, чтобы просто получить силу самоцветов, потому что он, как и 2 из 5, содержит 32 единицы силы самоцвета. Короче, друзья, это самый успешный забег по порталам в количестве 6 штук, которые вообще были за всю историю моей игры. За 6 забегов я получил 4 гробницы Левиафана, 3 2 из 5 и 1 5 из 5 и 1 продажный бурлящий исход. Друзья, я буду, конечно же, качать этот камень. Он так и просится в мой PvP билд, который я сейчас собрал на магах. Блин, там прям не хватает урона. И этот камешек будет очень круто работать. Буду его качать обязательно. Ну и, конечно, друзья, если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк. Не забудьте подписаться, если еще не подписаны. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал DI-Tools, где мы все обсуждаем это безобразие. Ну и, конечно же, мы увидимся с вами в следующем ролике.